Всем привет! Вы на канале Вернит Вязание, и в этом ролике я расскажу вам, как связать вот такого вот супер мягкого и милого ежика. Размером он примерно выходит 14 сантиметров. Игрушку я буду вязать из замечательной пряжи фирмы Атрико, из двух видов. Первый вид — это травка, цвет идет бежевый, номер 529, в 100 граммах 65 метров. Второй вид пряжи — это идет мех, цвет у него 751, в 50 граммах 32 метра. Из данной пряжи мы будем делать колючки нашему ежику. Ссылку на YouTube канал пряжи Атрико я оставлю в описании под видео, где вы сможете подробнее с ней познакомиться. Вязать игрушку будем спицами 2 мм, можно использовать еще 2,5 мм. Также понадобится любой крючок и нить коричневого цвета для вышивания носика, либо используйте готовый уже носик для ежика. Также нам понадобится вот такого вида глаза, в диаметре они идут 5 мм. Ну а теперь приступим к вязанию нашего ежика. Голову ежику мы начнем вязать из пряжи травка. Для этого отмотаем небольшую нить, и на 3 спицы нужно набрать 9 петель, по 3 петли на каждую спицу. Набирать можно любым удобным вам способом. В конце завязываем узелок. Теперь соединяем наше вязание в круг и вяжем по кругу первый ряд лицевыми. Провязываем сначала 3 петли с первой спицы, далее переходим на вторую и на второй провязываем тоже 3 лицевые. Далее переходим на третью и тут тоже провязываем 3 петли лицевыми. Второй ряд вяжем также по кругу лицевыми. Итак, третий ряд мы будем вязать с прибавками. Провязывать 3 лицевые прибавка, 3 лицевые прибавка и 3 лицевые прибавка. Итак, вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И делаем прибавку в виде вот такого колечка. Накидываем на спицу. Все, прибавили. Далее переходим на вторую спицу. И тут тоже провязываем 3 лицевые. И в конце спицы также делаем прибавку. Далее переходим на третью спицу. И тут тоже сначала провязываем 3 лицевые. И делаем прибавку в конце спицы. Далее четвертый ряд мы вяжем по кругу лицевыми. Там, где была прибавка, ее провязываем лицевой. Пятый ряд вяжем по кругу лицевыми 12 петель. В шестом ряду снова будем делать прибавку в конце каждой спицы. Итак, сначала провязываем 4 петли лицевыми. И в конце делаем прибавку. Переходим на вторую спицу. Также провязываем 4 лицевые. И в конце делаем прибавку. Переходим на третью спицу. Также вяжем 4 лицевые. И делаем в конце последнюю прибавку. Теперь у нас на спицах 15 петель, и следующий 7 ряд вяжем по кругу лицевым без прибавок. По такому принципу продолжаем делать прибавки через ряд, то есть мы вяжем в 8 ряду, прибавляем, в 9 просто вяжем, 10 ряд прибавляем, 11 вяжем, 12 ряд прибавляем, 13 просто вяжем. На спицах должно получиться 24 петли, прибавляем мы также в конце каждой спицы по одной петле. Итак, я провязала 13 рядов, на спицах у меня 24 петли. Далее к нашей пряже мы будем добавлять пряжу мех.
Для начала ее нужно привязать к основной нити. Итак, мех мы закрепили, но вязать петли из меха мы не будем. Мы будем продолжать вязать травкой, а мех у нас пойдет змейкой между петлями из бежевой пряжи. Берем основную нить бежевую, мех у нас за работой, и провязываем первую петлю лицевой. Теперь берем пряжу мех и выводим ее перед работой. Далее переходим к пряже бежевой и снова вывязываем лицевую. Переходим к меху и выводим его за работу. Опять берем бежевую пряжу и вывязываем лицевую. Снова вывожу мех перед работой и вывязываю лицевую. Переходим к меху и убираем его снова за работу. Далее бежевой пряжей вяжем снова лицевую. Вот так должно получиться. Мех немножко подровняем и продолжаем по такой схеме вязать на второй и на третьей спице. Итак, я довязала ряд до конца. На спицах у меня по-прежнему 24 петли. Следующий ряд, 15, мы продолжаем также вязать вместе с мехом. Только смотрим, что вот первая петля у нас был мех за работой, то здесь у нас мех будет перед работой. И дальше мы провязываем снова лицевую, как мы вязали бежевой пряжей. Далее переводим мех за работу и снова вяжем лицевую. Следующая петля у нас вот так вот открыта, значит мы закрываем ее снова мехом, и он у нас идет перед работой. И далее эту петлю провязываем лицевой. Снова мех уводим за работу и провязываем следующую лицевую. Вот так должно получаться, и продолжаем вязать мы до конца ряда. Я довязала ряд до конца. Продолжаем также вязать по такому принципу. Нужно связать еще 2 ряда, 16 и 17. Итак, я провязала еще 2 ряда. Всего у меня получилось 4 ряда с мехом. В следующем 18 ряду мы будем делать убавки. Убавки будем делать по одной петле в начале каждой спицы. Первой, второй и третьей. Итак, я беру основную пряжу, мех у меня за работой, и делаем первую убавку в начале первой спицы, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Далее вяжем лицевыми и продолжаем также чередовать мех. Сначала перед работой провязываем лицевую, далее мех за работу, снова провязываем лицевую и чередуем так до конца спицы. И делаем такую же убавку в начале второй и начале третьей спицы. Итак, я довязала ряд с убавками, на спицах 21 петля, и следующий 19 ряд мы вяжем без убавок по кругу, также чередуя с мехом нашу основную нить. В 20 ряду также будем делать убавки, как и в 18, в начале первой, второй и третьей спицы. Я провязала 20 ряд с убавками, а на спицах у меня 18 петель. Следующий 21 ряд вяжем по кругу без убавок. В следующем 22 ряду повторяем убавки в начале первой спицы, в начале второй и в начале третьей. На спицах останется 15 петель. Я довязала ряд с убавками до конца. Теперь бежевую нить, травку мы отрезаем и связываю вместе с мехом, фиксируем ее. Далее, следующий 23 ряд нужно будет провязать мехом по кругу 15 петель. Также вяжем лицевыми. Итак, до конца ряда. Итак, я провязала ряд мехом. Теперь нить нужно отрезать, оставив небольшой вот отрезок, и переснять все петли на эту нить. Провязывая как лицевую, нить вытягиваем, петлю снимаем при этом. Снова провязываем как лицевую,
Нить вытягиваем, петлю снимаем. И так со всеми петлями на спицах проделываем. Итак, я пересняла все петли на нить, но пока мы отверстие не затягиваем. Теперь перейдем к носику. Тут у нас осталась нить от наборного края. И при помощи крючка мы сейчас будем убирать вовнутрь и заодно немножко сформируем носик нашему ежику. Итак, вставляем крючок в серединку в набранный край и захватываем нашу нить и вытягиваем. Все, утянули. Вот такой он немножко приплюснутый у нас получился и кверху. Далее оставшуюся нить при помощи крючка мы сейчас уберем вовнутрь. И оставшийся кончик нити мы отрезаем ножницами. Теперь нашему ежику с боков нужно будет ставить глаза. Примерно в этом месте с одной стороны и в этом месте с другой стороны. Также изнутри не забудьте их зафиксировать. Теперь нашу голову нужно заполнить наполнителем. В носик мы его добавляем совсем чуть-чуть. Основной наполнитель пойдет на круглую часть нашей головы. После мы затягиваем наше отверстие. Все, затянули и делаем узелок в этом месте. И при помощи крючка оставшуюся нить убираем вовнутрь. Оставшую часть нити отрезаем. Далее мы берем нить коричневого цвета для того, чтобы вышить носик. И заодно мы сейчас сформируем мордочку нашему ежику. Вставляем иголку вниз и выводим под глазом. Кончик нити оставляем внизу. И далее переходим от одного глаза к другому. Снова возвращаемся к первому глазу. Также подтягиваем и далее выводим иголку вниз. Теперь переходим к носу и этой же нитью будем вышивать ежику носик. Вышивать буду стежками в виде треугольника. Носик практически я вышила, осталось сделать последние стежки, и он у нас будет готов. Далее выводим иголку под наш носик. Теперь под носом сделаем вот такую полоску в виде стежка. Нить нужно немножко подтянуть и продублирую стежок еще 2 раза. Вот такая симпатичная получается мордочка. Оставшуюся нить мы убираем вовнутрь. И остаток отрезаем. А теперь свяжем ушки нашему ежику. На спице нужно набрать 5 петель. Набираем. В конце завязываем узелок. Берем вторую спицу, и первый ряд будет изнаночный. Первую мы снимаем и дальше вяжем все петли изнаночными. Поворачиваем вязание на лицевую сторону и
вяжем ряд лицевым. Первый снимаем и далее провязываем лицевыми. Последняя изнаночная. Поворачиваем на изнаночную сторону и еще вяжем ряд изнаночными. Все, провязали. Теперь нить мы отрезаем. И переснимаем все петли на нить. Провязываем как лицевую. Нить вытаскиваем, петлю снимаем. И так далее. Пересняли. И теперь нить, которая у нас осталась, и нить от наборного края мы связываем между собой двумя узелками. Наше ушко готово, его нужно будет пришить к голове, а второе ушко вяжется аналогично и также пришивается. Уши ежику я связала и пришила. Вот такая голова у нас получилась. Далее мы приступим к вязанию туловища. Переходим к туловищу, берем пряжу травка и на 3 спицы нужно набрать 15 петель, по 5 петель на каждую спицу. Набираем. Так, набрали, далее завязываем в конце узелок и соединяем наше вязание в круг. Теперь вяжем по кругу первый ряд лицевыми. И так до конца ряда. Итак, я довязала ряд до конца. Продолжаем вязать по кругу также лицевыми. Нужно связать еще 4 ряда. Я провязала 5 лицевых рядов. Далее в 6-м ряду мы будем делать прибавку через петлю. Вяжем 1 лицевую, далее прибавка и так чередуем. Лицевая, прибавка. Переходим потом на вторую спицу, также вяжем, и на третью также вяжем. Я довязала ряд с прибавками, на спицах у меня 30 петель, и далее продолжаем вязать лицевыми. Нужно связать 20 рядов без прибавок. 20 рядов я провязала. Далее в следующем 27 ряду мы будем делать убавки, провязывая сначала 3 лицевые, далее 2 вместе лицевой, и так чередуя. Итак, провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3, и далее делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова провязываем 3 лицевые и снова делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. По такому принципу продолжаем вязать до конца ряда. Следующий 28 ряд мы вяжем по кругу лицевыми без убавок. В следующем ряду будем делать убавки. Провязываем 1 лицевая, далее 2 вместе лицевой и так чередуем. Так, вяжем 1 лицевая, далее 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова лицевая и опять 2 вместе лицевой за задние стенки. Итак, продолжаем вязать до конца ряда. Следующий 30 ряд провязываем просто по кругу лицевыми. Далее отрезаем нить, оставляя вот такой небольшой отрезок нити. И далее переснимаем все петли, оставшиеся, на эту нить. Провязываем как лицевую, нить вытягиваем и петлю при этом потом снимаем. Снова провязываем как лицевую, нить вытягиваем, петлю снимаем и продолжаем так со всеми петлями. Петли я пересняла, теперь утягиваем наше отверстие
И в этом месте завязываем узелок. Потом нить при помощи крючка нужно будет убрать вовнутрь. Через верхнее отверстие нужно наше туловище заполнить наполнителем. Я заполнил туловище наполнителем, в верхней части поменьше положила, в нижнюю побольше. Далее при помощи меха мы нашему ежику со спины сделаем иголки. Для этого нам понадобится крючок и сам мех. Вместо крючка можно использовать иголку с широким ушком. Я буду пользоваться крючком. Итак, определяем начало, откуда у нас будет начинаться мех. Вставляем крючок и выводим кусочек меха. Далее по спине мы переходим на вторую сторону и также вставляем крючок и захватываем крючком мех и вытягиваем. Вот такая полоска меха у нас получается со спины. Теперь переходим на противоположную сторону. Также чуть ниже опускаемся крючком и захватываем наш мех и вытягиваем. Снова возвращаемся на противоположную сторону и также чуть ниже вставляем крючок и вытягиваем наш мех. По такой схеме продолжаем делать колючки нашему ежику до самого конца. Итак, я доделала иголочки до конца. В конце я оставила нить и хочу сбоку еще провести вот такую полоску, чтобы край сбоку у нас был ровный. И с другой стороны сделаю также. Вот такое туловище вышло. Далее приступим к вязанию лапок. Вяжем верхние лапки. На 2 спицы нужно набрать по 3 петли. Подставляем вторую и набираем еще 3 петли. Всего 6 петель. Если вам неудобно будет вязать на 2 спицах, можно набирать на 3 спицы по 2 петли на каждую. Итак, завязываем в конце узелок, берем спицу и вяжем по кругу лицевыми. Провязываем сначала 3 петли с первой спицы. Переходим на вторую и тут тоже провязываем 3 петли. Итак, вяжем по кругу лицевыми. Нужно связать 10 рядов. Итак, я провязала 10 рядов лицевыми. Далее отрезала нить, оставив небольшой отрезок, и переснимаем все петли на эту нить. Теперь затягиваем и делаем узелок. И при помощи крючка оставшиеся нити нужно убрать вовнутрь. Вторая лапка вяжется аналогично. Вяжем нижние лапки, также на 2 спицы набираем по 3 петли. Подставляем вторую и также набираем 3 петли. В конце завязываем узелок. Соединяем 2 спицы и, как и передние лапки, вяжем по кругу лицевыми. Нужно связать 5 рядов лицевыми. Итак, я провязала 5 рядов. В следующем ряду будем делать прибавки. Провязываем лицевую. Далее делаем прибавку. Снова провязываем лицевую. Делаем вторую прибавку. И далее провязываем третью лицевую. Переходим на вторую спицу и повторяем. Провязываем лицевую. Далее делаем прибавку. Снова лицевая, вторая прибавка. И последняя лицевая.
Далее вяжем по кругу лицевыми. Нужно связать 5 рядов. Я провязала 5 рядов лицевых. Далее отрезала нить и нужно переснять все петли на данную нить. Провязываем как лицевую, нить вытягиваем, а петлю снимаем. И так со всеми петлями. Я пересняла все петли. Далее нить затягиваем и делаем узелок. При помощи крючка нить убираем вовнутрь, и наша лапка готова. Вторая вяжется аналогично. Итак, все детали ежика у нас связаны. Осталось их соединить вместе и пришить. Первую мы будем пришивать голову. Для этого я при помощи спиц ее буду фиксировать. Пришивать я буду обычной ниткой под цвет туловища. Итак, устанавливаем нашу голову и фиксируем 2 спицами, так, чтобы она у нас не двигалась. И по кругу пришиваем голову к туловищу. Вставляем сначала в туловище иголку, далее в голову. И так пришиваем голову к туловищу. Теперь будем пришивать верхние лапки. Вот я их уже спицей зафиксировала. Нить с иголкой я уже присоединила. И теперь вставляем иголку в лапку и выводим во вторую лапку. Подтягиваем. И теперь идем в обратную сторону. Из одной лапки в другую. Спицу можно теперь убрать, она нам не нужна. Вот при таком способе лапки у нас двигаются. И продолжаем так их пришивать. Итак, я прошлась несколько раз туда-обратно. Теперь ниточку нам нужно зафиксировать узелком. Так вот, я убираю под лапку и обвожу вокруг. И завязываю узелок. Ниточку потом отрезаем. По такому же методу мы пришиваем нижние лапки большой частью к туловищу. Нижние лапы я пришила, они тоже двигаются. И теперь наш ежик полностью готов. Вот такой вот супер мягкий он получился. И на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в новых видео. Всем пока!